Всем доброе время суток. Снял, разобрал карбюратор. И заметил проблему, почему у меня карбюратор, собственно говоря, не работал. Перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал. Ну а мы продолжаем. Когда я нажимаю на этот впрыскиватель, ускоритель, топливный ускоритель называют его, это никакой подачи топлива нету. То есть, скорее всего, забился этот ускоритель, его нужно почистить. Ну, собственно говоря, нужно почистить сам карбюратор. Он у меня 2 года. Ну, где-то что-то забилось, видимо, и поэтому не работает. Ну, собственно говоря, выливаем бензин. И щеточка протекает. Дальше отверточка откручиваю поддон. Если отвертка не берет, то используем шуруповерт. Снимаем мембрану. Собственно говоря, снимаем поддон. Так, вот здесь вот нужно тоже промыть тщательно поддончик. Выливаем. И щеточкой промываем. Смотрим на мембрану. Мембрана целая у нас ускорителя. Ее тоже нужно промыть. Так, вынимаем, только вот раскручиваем гайку, снимаем резиночку, вот она, спирального насоса. И вот продуваем тут все отверстия. У меня компрессора нету, есть насос, вот такой обычный, с иголкой. И вот насосом можно это все продуть. Да, можно также использовать какой-нибудь, если нету компрессора, шприц такой с иголочкой. И вот эти все дырочки продуть. И теперь одеваем назад. Резинку одеваем. Саму мембрану. Так, одеваем пружинку. Закручиваем ускоритель. Так, для проверки правильности работы ускорителя наливаем сюда бензина в поддон и вот нажимаем на эту иголочку. И вот тут должен идти такой вот напорчик. Это говорит о том, что у нас тут все исправно. Так, далее нужно открутить поплавок. Так, откручиваем жиклеры холостого хода, обычного хода. Ключ на 7. Жиклер. Также аккуратненько прочищаем все жиклеры с бензином. Ну, соответственно, потом продуваем. Насосом или шприцем. И в результате здесь вот, если мы будем смотреть на свет, должно быть отверстие. Так, после промывки откручиваем обогатитель. Он должен быть закручен на 2,5 оборота. Проверять не буду. Вот тут иголочка должна быть, пружинка и прокладка. Пружинка есть.
Вот он, прокладочка. Видите, прокладочка. Тут еще должна быть шайба. Так, откручиваем вот эту мембрану холостого входа, так понимаю. Прокладочка, вот так не теряем. Так, теперь снимаем эту основную мембрану. Тут, видите, идет пружинка, сама мембрана, ну и иголочка. Все отложим, не теряем. И теперь все это дело нужно промыть. Заливаем бензина. И щеточкой все тут внутри промываем. Также промываем с другой стороны. Так, электроклапан, район электроклапана промываем. Входной прием патрубок. Промываем в районе штока. Особенно тщательно прощаем вот этот жиклер, вот это отверстие. Видите, виновника торжества. Почему не поступал бензин с ускорителя? Можно взять шприц и вот таким образом прочистить, продуть. Чтобы были все сквозные отверстия. Кроме всего прочего, нужно прочистить эту мембрану. У нас состоит иголочка, сама мембрана. Смотрим на целостность этой мембраны, чтобы она была целая, не было никаких трещин. И тоже аккуратненько бензином промываем все это дело. Спереди, сзади. Иголочку промываем. Дальше продуваю все отверстия. Вот нужно сейчас я почистил все отверстия. Так, у меня компрессора нет. Прочистил насосом и шприцем. Теперь все собираем назад. Вначале одеваем жиклер обогатительного клапана. Вначале, вот видите, идет прокладка с шайбой. Одевается пружина. И потом шайба, а сверху уже одевается прокладочка. Вот так вот оно должно быть. Закручиваем до упора. И откручиваем на 2,5 оборота. Раз, два и 2,5. Вот он. Теперь устанавливаем поплавок. Вот он. Чтобы попасть в отверстие. Попадаем в отверстие. Поставил поплавок, вот перекрытие к нему.
Зажимаем винтиком. И хочу обратить внимание, что поплавок, вот эта вот полоса, должна быть параллельно вот этой полосе. Так, далее одеваем поддон. Вначале одеваем прокладочку. Прокладка должна быть одета. И вот так вот одеваем поддон. И закручиваем винтиками. Далее устанавливаем держатель. Так вот. Его нужно установить. Не забываем также вот эту резинку поставить на ускоритель. Так вот просовываем. Короткий винт. Первый. И дальний винт он подлиннее. Да, и последнее одеваем основную уже мембрану. Значит, берем иголочку, опускаем. Оно прошло. Вот эту пробку вставляем отверстие туда вниз. Запихнули. Теперь саму иголку устанавливаем в карбюратор. Должно легонько зайти. Вот плавно. Вот установили мембрану. Смотрим, чтобы вот это вот мотылек заходил вот на свою орбиту, вот сюда вот. Далее пружинку ставим и закрываем крышка. Закручиваем винтиками. На этом все. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Я на них с удовольствием отвечу. Всего доброго, до новых встреч.